Здравствуйте, любители лоскутного шитья и подписчики нашего канала. Сегодня мы снимаем видео по просьбе нашей подписчицы. И посвящено оно блоку «Кафедральное окно». Очень простой и очень эффектный блок. С него получаются отличные изделия, особенно для детишек. И сейчас я покажу вам два способа, как можно легко и просто сшить этот блок. Для того, чтобы собрать нам этот блок, нам понадобится 5 кусочков разноцветной ткани, квадраты. У меня квадраты 10 на 10 сантиметров. Можете взять любого размера, какой вам понравится, побольше, поменьше. И 4 квадрата белой ткани, которую я вот уже загладила, вот так, в форме треугольника. Это 4 штуки. Теперь будем выкладывать наш блок. Накладываем наши белые треугольники двойные на разноцветные квадраты. Можно сколоть булавками, чтобы они никуда не сдвинулись. И теперь мы должны один квадрат наложить на другой, таким образом, и вот здесь вот прострочить. Также поступаем с другими двумя квадратами. И здесь прокладываем строчку. Так, вот мы сшили наши квадраты по 2. Швы вот здесь разутюживаем на обратной стороне. И теперь сшиваем их вместе. Совмещаем вот эти вот линии, чтобы они у нас совпали все. Сшиваем вот здесь вот. Так, вот что у нас получилось. Швы разглаживаем. Теперь берем наш 5-й разноцветный квадрат, яркий, и накладываем на серединку. Можно сколоть булавочкой на всякий случай, приколоть, чтобы никуда не сдвинулся. Таким образом. И теперь берем и вот таким образом заглаживаем и прокладываем вот здесь вот строчку на машинке. Также с этим все 4 стороны. Вот такой красивый блок у нас получился в итоге. Но есть один существенный недостаток в этой технике исполнения. Очень толстые швы. Получается здесь 3 слоя ткани. Один слой вот одноцветный и 2 слоя белой ткани. С одной стороны и с другой стороны. А сейчас я покажу вам еще один способ, как можно шить кафедральное окно. И изнанка у нас получится совершенно чистая, без швов. Для второго способа нам понадобится, конечно, гораздо больше ткани. У меня, например, берем квадрат ткани 40 на 40 сантиметров у меня. Складываем пополам и прокладываем вот здесь вот строчки. Прошили стороны, теперь складываем ее вот таким образом. Этот шов с этим. Скалываем нашу серединку. Вот так вот. И прокладываем вот здесь вот строчку. Для того, чтобы вывернуть нам, будем выворачивать, оставим вот здесь вот небольшой незашитый отрезок. Так, прострочили, оставили вот здесь незашитым отрезок. И теперь будем выворачивать наш квадрат через это отверстие. Отрезаем уголочки и начинаем выворачивать.
Так, вот вывернули. Это отверстие можно не зашивать, это не принципиально. Оно загладится. Теперь разглаживаем этот квадрат. Идем к утюгу. Теперь делаем следующее действие. Уголочки. Так. Конвертиком складываем. Можно иголочкой помочь себе, чтобы все по центру было так, таким образом. И отглаживаем. Все стороны отглаживаем. Вот что у нас получился такой конвертик. У меня еще 3 было заготовлено. И теперь мы сшиваем их вместе. Таким образом, вот. И вот здесь вот прокладываем строчку. Эта сторона и вот эта сторона. Здесь строчку. От угла до угла. Так, вот мы сшили наши 4. У меня получилось 4 квадрата. Квадрат получается 19 на 19 сантиметров. Из той изначального куска 40 на 40. Можно, если для вашего изделия нужен больший размер, можно еще наращивать квадраты сюда. Ну вот у меня получился вот такого размера. Ну, достаточно будет, наверное, на детскую подушку. У меня получилось 39 сантиметров со стороной квадрат. Теперь берем наши разноцветные кусочки ткани и опять-таки накладываем сюда. Квадраты у меня 12,5 на 12,5 сантиметров вот эти. И так же, как и в первом способе, берем и так прошиваем наши стороны. Вот таким образом. Для того, чтобы у нас они никуда не сдвигались, наши квадраты, нужно их зафиксировать булавками. Вот что у нас в итоге получилось. И сейчас я вам покажу изнанку. Как видите, здесь ни одного шва открытого нету, все закрыто. Поэтому этот метод очень удобен для того, чтобы сшить, например, наволочку на подушку или детское покрывальце. Если при желании можно заполнить вот эти вот треугольники, также закрыть, сюда добавив треугольничек на квадрат и сюда. В общем, если не будете добавлять, то тогда вот сшить потайным швом вот эти открытые срезы. А на этом я хочу с вами попрощаться. Надеюсь, что наше видео было вам полезно и понятно. Это видео мы снимали по просьбе одной из наших подписчиц. Если у вас есть блоки, которые вы хотели бы разобрать, и чтобы мы сняли по ним видео, напишите их название в комментариях.